Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такой красивый ажурный мотив крючком, соединять такие мотивы между собой в процессе вязания последнего ряда, а также вязать вот такой маленький мотив для заполнения пространств между этими мотивчиками. Для работы я использую нитки Макси и крючок номер 1,25. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку из 6 воздушных петель. Первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик, тем самым замыкая нашу цепочку в круг. 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли для арки. Делаем накид на крючок и в колечко провязываем столбик с одним накидом. Снова вяжем 2 воздушные петли для арочки. В колечко провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом провязываем в кольцо. 2 воздушные петли, снова вяжем столбик с одним накидом в колечко. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом провязываем в кольцо. Мы провязали вот 3 воздушные петли подъема. Это как бы один столбик с одним накидом, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а нам нужно 8 столбиков. Вяжем еще 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в кольцо, это 7 столбик, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом провязываем в колечко. Мы провязали с вами 8 столбиков с одним накидом. Я считаю 3 воздушные петли как столбик. И теперь заканчиваем ряд, провязываем 2 воздушные петли для арки и соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Провязали первый ряд. Далее под арку из 2 воздушных петель провязываем соединительный столбик. Вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие столбик с одним накидом. И под эту же арочку провяжем еще 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли и под следующую арочку провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый столбик. Снова 2 воздушные петли и под следующую арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Я провязала под последнюю арку предыдущего ряда 4 столбика с одним накидом. Далее провязываю 2 воздушные петли для арочки и соединительный столбик вяжем в третью воздушную петлю подъема. Вяжем следующий ряд. 3 воздушные петли подъема, заменяющие столбик с одним накидом. Далее делаем накид на крючок и в вершину следующего столбика предыдущего ряда за обе полупетли провязываем столбик с одним накидом, но не довязываем его. На крючке 2 петли, снова делаем накид на крючок, в вершину следующего столбика за обе полупетли вяжем столбик с одним накидом, не довязываем его. Накид на крючок и в вершину следующего столбика провязываем столбик с одним накидом и не довязываем его. На крючке у нас сейчас 4 петли, провязываем вместе за один прием. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3,
4, 5. Накид на крючок и под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик с одним накидом. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Накид на крючок. У нас идут вот в предыдущем ряду 4 столбика с одним накидом. В каждый из этих столбиков, в вершинку столбика, мы провязываем по одному недовязанному столбику с одним накидом и делаем общую вершину. То есть мы вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Вершину первого столбика провязываем столбик с одним накидом, накид, вершину следующего столбика, провязываем столбик с одним накидом, в следующий столбик вяжем столбик с одним накидом и в следующий 4-й столбик вяжем столбик с одним накидом. На крючке 5 петель провязываем вместе за один прием. Получилась у нас общая вершина у этих 4 столбиков. Снова вяжем 5 воздушных петель, 4, 5, накид на крючок и под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик с одним накидом. Снова 5 воздушных петель. И снова вот сюда, вот в этот элемент из 4 столбиков вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик, второй, третий, четвертый и делаем общую вершинку. Вот что получается, и таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Я провязала вот 5 воздушных петель, столбик с одним накидом под арку из 2 воздушных петель. И сейчас мне нужно провязать 5 воздушных петель для арочки, но я разделю ее на 2 воздушные петли и столбик с одним накидом вот сюда, вот в вершину первых 4 столбиков с одним накидом, в их вершину под все вот эти петельки протягиваю нить и провязываю столбик с одним накидом. Далее вяжем следующий ряд. 1 воздушная петля подъема и под эту же арку, вот под этот столбик провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. 5 воздушных петель. Под следующую арку вяжем столбик без накида. Снова вяжем 5 воздушных петель. И под следующую арочку провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. В конце ряда провязываем арку из 5 воздушных петель. И соединительный столбик вот сюда, в вершину первого столбика без накида. Вот, закончили ряд. Далее мы с вами вяжем следующий ряд. Под арку из 5 воздушных петель провязываем соединительный столбик вот таким образом. Далее вяжем 1 воздушную петлю подъема и под эту же арочку провязываем 4 столбика без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Далее вяжем 5 воздушных петель, 3, 4, 5. Вводим крючок в первую воздушную петлю этой цепочки и провязываем столбик без накида. Под следующую арку из 5 воздушных петель вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Снова вяжем 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Вводим крючок в первую воздушную петлю, провязываем столбик без накида. И под следующую арку из 5 воздушных петель снова вяжем 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Вот такие пико из 5 воздушных петель получаются. И под каждую арочку мы с вами вяжем по 4 столбика без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд.
Я под последнюю арку провязала 4 столбика без накида. Далее вяжем 5 воздушных петель для пико. Вяжем столбик без накида в первую воздушную петлю и соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотив у нас получается. А теперь покажу, каким образом мы будем соединять такие мотивы между собой в процессе вязания последнего ряда. Вот я уже соединила между собой 3 мотива. Обратите внимание на то, что каждые 2 мотива между собой соединяются за вот эти вот пико из 5 воздушных петель. И каждая сторона присоединения состоит из 2 пико. То есть вот первое и второе место соединения 2 мотивов. Если у вас соединяется мотив с 2 мотивами, он соединяется по 2 сторонам, то мы с вами должны соединить, вот, например, у нас здесь соединены 2 мотива по 2 точкам, здесь 2 мотива по 2 точкам, но между ними мы не в соседние точки соединяемся, а пропускаем вот эти по 2 пико. То есть следующий мотив у нас должен присоединиться за вот эти 2 пико и за вот эти 2 пико. То есть между ними вот эти 2 по 2 пико остаются свободными. Если мы соединим сейчас еще один мотив к вот этим 3 мотивам, будет 4 мотива, у нас получается большое отверстие вот здесь между ними. Поэтому прежде чем присоединить следующий мотив, нам нужно связать маленький мотив, который заполнит это отверстие. Сейчас мы с вами свяжем один маленький мотив для заполнения вот этого пространства, а потом присоединим большой мотив к этим 3 мотивам. Для маленького мотива делаем начальную петлю и набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в первую воздушную петлю, провязываем соединительный столбик, и тем самым мы нашу цепочку вот в такое колечко замкнули. Далее провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом, 2 воздушные петли для арки, делаем накид на крючок и в кольцо провязываем столбик с одним накидом. Снова вяжем 2 воздушные петли для арочки, в колечко провязываем столбик с одним накидом. Снова 2 воздушные петли, столбик с одним накидом провязываем в кольцо. 2 воздушные петли, столбик с одним накидом вяжем в колечко. Снова 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в кольцо. 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в кольцо. Давайте посчитаем, сколько мы столбиков связали. Вот 3 воздушные петли подъема — это первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, а нам нужно 8. Вяжем еще 2 воздушные петли, столбик с одним накидом в кольцо. В конце ряда провязываем 2 воздушные петли и соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Вот что у нас получилось. Далее вяжем соединительный столбик под арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. Провязываем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. И под эту же арочку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. 2 воздушные петли. Под следующую арку из 2 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Снова 2 воздушные петли. И под следующую арочку вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Провязали 3 столбика с одним накидом под последнюю арку, вяжем 2 воздушные петли и соединительный столбик в третью воздушную петлю
подъема. Вяжем следующий ряд, и этим рядом мы с вами уже будем присоединяться к нашим мотивам. 1 воздушная петля подъема, и в 3-ю воздушную петлю подъема предыдущего ряда провязываем столбик без накида. В вершину следующего столбика предыдущего ряда за обе полупетли вяжем столбик без накида. И в вершину следующего столбика провязываем столбик без накида. Далее под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. И сейчас нам нужно провязать пико из 5 воздушных петель. Мы провязываем 2 воздушные петли, вытягиваем крючок из этой петельки, берем наши мотивы. И вот обратите внимание, что первое место присоединения нашего маленького мотива это вот эти 2 пико. Вот первое место соединения. Вводим крючок прямо вот сюда, вот в это пико, в центр. Я не ищу там центральную воздушную петлю, просто прокалываю пико, захватываю петлю мотива, который вяжу, и довязываю свое пико из 5 воздушных петель. То есть 2 петли я уже провязала, еще 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю мы провязываем столбик без накида. Вот мы присоединились в одном месте. Далее под эту же арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее провязываем по одному столбику без накида в вершину 3 столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Первый столбик, второй и третий столбик. Снова под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида и вяжем пико из 5 воздушных петель. 2 воздушные петли, вытягиваем крючок. Следующее место присоединения у нас вот. Мы вводим крючок в это пико, захватываем петлю мотива, который вяжем, и довязываем свое пико. Вяжем еще 3 воздушные петли, столбик без накида в первую воздушную петлю. Закончили вязать пико, присоединились. Под эту же арочку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. Далее 3 столбика без накида, вершины столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Снова под арку 1 столбик без накида. Вяжем пико, 2 воздушные петли. Следующее место присоединения вот у нас. К этому пико мы присоединяем наш мотивчик. Довязываем пико, 3 воздушные петли, столбик без накида в первую воздушную петлю. Далее под арку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида и снова провязываем 3 столбика без накида в вершины столбиков предыдущего ряда. Каждую вершину по одному столбику. Снова под арку вяжем столбик без накида и пико, 2 воздушные петли. Следующее место соединения у нас вот. Вводим сюда крючок, захватываем петельку, довязываем пико, 3 воздушные петли. Первую воздушную петлю вяжем столбик без накида и под арку из 2 воздушных петель провязываем столбик без накида. Снова 3 столбика, в вершину каждого столбика провязываем столбик без накида. Под арочку из 2 воздушных петель вяжем столбик без накида. Теперь пико из 5 воздушных петель, провязали 2 воздушные петли, и вот следующее пико, с которым я буду соединяться. Вводим крючок, захватываем петельку, протягиваем, довязываем пико из 5 воздушных петель и в первую воздушную петлю вяжем столбик без накида. Под арку из 2 воздушных петель вяжем еще 1 столбик без накида и далее 3 столбика без накида в вершины столбиков предыдущего ряда.
Снова арка из 2 воздушных петель, вяжем столбик без накида, вяжем пико из 5 воздушных петель, связали 2 воздушные петли. Вот следующее пико, соединяемся, довязываем еще 3 воздушные петли, столбик без накида в первую воздушную петлю. И под эту же арку вяжем еще столбик без накида. Обратите внимание, что мы присоединились с вами вот по 3 сторонам. Первая сторона, вторая и третья. И далее мы с вами уже не присоединяемся никуда, а к этим полученным пико мы присоединим большой мотив. То есть далее мы продолжаем вязать, довязывать наш маленький мотив. Вершины столбиков предыдущего ряда вяжем 3 столбика без накида, под арку столбик без накида, пико из 5 воздушных петель, первую воздушную петлю вяжем столбик без накида, под эту же арочку провязываем еще 1 столбик без накида, в вершину столбиков предыдущего ряда вяжем по 1 столбику без накида. Снова под арочку столбик без накида, 5 воздушных петель, формируем пико, под эту же арку вяжем столбик без накида и соединительный столбик в первый столбик без накида мы провязываем в конце ряда, закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот так мы присоединили маленький мотив по центру наших мотивов. Вот здесь будет еще один 4-й мотивчик. Итак, вот мой большой мотив. Присоединять я его буду сюда. И теперь я считаю, сколько же пико я буду соединять между собой, чтобы присоединить этот мотив. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 пико. Это места соединения между собой вот этих вот мотивчиков. Я вяжу мотив, вяжу последний ряд и не довязываю 6 пико. Вот эти вот именно 6 пико, которые я буду присоединять. Как это посчитать? То есть у меня остается недовязанными 5 арочек. Вот 1, 2, 3, 4 и 5 арка. Я провязала предыдущую, обвязала вот здесь 4 столбика без накида под предыдущую арочку. И сейчас у меня идет пико из 5 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из этой петельки, смотрю, вот первое пико, к которому я буду присоединяться. Беру мотивы, ввожу крючок в это пико, захватываю петлю мотива, который вяжу, довязываю свое пико из 5 воздушных петель, вяжу еще 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю провязываем столбик без накида. Далее под следующую арку из 5 воздушных петель вяжу 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Снова вяжу пико из 5 воздушных петель, 2 воздушные петли, еще следующее место присоединения, вот оно у меня. Захватываю петельку и протягиваю через это место. Довязываю пико, 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю вяжу столбик без накида. И под следующую арку из 5 воздушных петель провязываю 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4 столбик. Снова пико, 2 воздушные петли. Еще следующее место присоединения, оно у меня уже находится на маленьком мотиве. Вот первое пико, к которому я буду присоединяться. Захватываю петельку, протягиваю, довязываю еще 3 воздушные петли. Столбик без накида в первую воздушную петлю. Под следующую арку из 5 воздушных петель вяжу 4 столбика без накида. 2, 3, 4. Снова пико из 5 воздушных петель, 2 воздушные петли.
Следующее место присоединения у нас следующее пико на маленьком мотиве. Присоединяемся, довязываем еще 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю вяжем столбик без накида. Под следующую арочку вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый столбик. Снова пико, 2 воздушные петли, вытягиваем крючок и уже на следующем соседнем большом мотиве ищем вот место соединения. Сразу это первое пико после маленького мотива. Захватываем петельку, протягиваем, вяжем еще 3 воздушные петли. В первую воздушную петлю вяжем столбик без накида. Под следующую арку из 5 воздушных петель вяжем 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Осталось связать еще одно пико, и мы с вами закончим вязание большого мотива и прикрепимся к соседним мотивам. Итак, еще 2 воздушные петли вяжем пико. Вот наше следующее место присоединения. Захватываем петельку, протягиваем, вяжем еще 3 воздушные петли, столбик без накида в первую воздушную петлю. И теперь вяжем соединительный столбик в первый столбик без накида. Закрепляем петлю, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Мы с вами соединили мотивы между собой и связали маленький мотив для заполнения небольшого пространства между ними. Вот таким образом выглядят места их соединения. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.